Приветствую. Итак, друзья, мы начинаем немножко раньше запланированного, потому что здесь уже колонна сформирована. Много интересных людей, я думаю, вам будет интересно посмотреть, что здесь происходит, потому что когда марш начнется, то уже будет как бы не до лишних разговоров. Поэтому стрим начинается. Это Минск, это станция метро Парк Челюскинцев, возле часового завода «Луч», буквально вот выход из станции метро там. Здесь уже собралось приличное количество людей, несмотря на то, что начало марша планируется только в 12. Уже есть ПХД, КХП БНФ, Молодой фронт, представители разных организаций, гражданской компании «Европейская Беларусь». Пресса, наблюдатели, весны и вот люди тут с плакатами. За туманом ничего не видно, только видно дуба зеленого. Под тем дубом крыльца стояла там девчина, воду набирала. И утопила золотое сердце, засмутила. Одна проблема – это мелкий дождь. Вот он здесь сегодня как раз не кстати. Ядерка достанет с тобою, на ручье устанет. Туман яром, яром долиною, туман яром, яром долиною. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Да, переключусь на фронтальную камеру, чтобы вы видели меня. К сожалению, здесь плохо видно тут. У меня на спине также флаг. К сожалению, не могу нести флагшток, поскольку у меня в руках камера. Я буду вести стрим, поэтому флаг у меня на спине. Вот тут выдали листок с текстом какой-то песни. А, нет, это, наверное, что-то, обращение какое-то. Это ведомый граф Крушинский. Белорусский граф. Вот оно как. И шел президент, сейчас идет президент. Смотрите, что здесь написано. Александр граф Прушинский, бывший кандидат в президенты Беларуси. Уважаемый господин президент, уважаемый премьер-министр, мэр, короче, депутаты, это всякая такая херня. Задумывались ли вы о том, чтобы пригласить Организацию Объединенных Наций в Минск? Перемещение штаб-квартиры ООН в Минск. Все, короче, понятно с этим графом. На, вот почитай вот это. Да, ну как тебе? Ну, про ООН. 3000 членов. Это Нет, белорусский граф предлагает переместить штаб-квартиру ООН в Беларусь, в Минск. Как тебе такое? белорусский граф. Да, ну ты ж почитай, нам написано. Граф Прушинский, бывший кандидат в президенты Беларуси. С какого года? Да хрен его знать, какая разница. Ну ладно. С такими диагнозами, я думаю, не выпускают. Это пожизненно. Нет, ну если кандидат в президенты, значит это не диагноз. Нет, я имею в виду, что белорусский граф, который какой кандидат, ну это какой-то, скорее всего, городской сумасшедший. И предлагает что? Не диктатуру убрать, не еще что-то там. Он предлагает, что там, ООН переместить штаб-квартиру. Читал? Ну, не читал. Ну скажи мне. Смотри. Офигенный класс. Мы уже целый год судимся. Зачем? Целый год. Ничего не дают.
Дождь, к сожалению, начинается. Это, конечно, плохо, но не смертельно. Начало колонны выглядит у нас вот так. Всем руководит Олесь Чехольский. Вот, время подходит, колонна потихоньку формируется. Люди уже выстраиваются рядами. Народа так себе, я бы не сказал, что сильно много. Не тысячи. Хотелось бы гораздо больше. Да, извиняюсь, если что, я кроме стрима еще и фотографирую. Приветствую. Вот, мы видим здесь и Алексей Турович. Привітання, Привітання. Сьогодні дяди Куропати вшановуємо пам'ять Куропатам, яких знищили НКВДисти, сталіністи. Їх там, напевно, 300 тисяч. Так, на повній болі. І тому сьогодні дяди ми сьогодні вшановуємо пам'ять Куропат. Здесь будемо йти 10 кілометрів, так? Пішком, да? Да. Пешью. Пешью. Да, пешью. С песнями. З песнями, але ж ми сьогодні єдине наше громадство, це наша Білорусь. Живе Білорусь! Живе! Дякую. Это Туровича, да? Да. Вот уже в чате пишут, не страна, а концлагерь, никому не советую сюда переезжать. Кто-то написал. Где тихари пишут? Ой, ну здрасте, их тут столько много вокруг. Они везде, их просто даже бесполезно показывать. Вот там вокруг, вот там машина такая стоит белая. Все оцеплено милицией, ГАИ, ведется фото, видеосъемка. Короче, ну, их десятки как минимум. Живе! Живе! Так. Все есть. Я видел, здесь был Виталий Ромашевский. Вот он, да, и Павел Севинец здесь. Здорово. Вы тут уже, а то я смотрю, где там вы. Вся элита здесь. Кто говорит, что нет? От треба було засняти. Я просто не... Так, лучше так, против света. Так, чтобы флаг был виден. Отлично. Дагэтуль режим настолько боится народа, что не дозволяя мирное шествие. Не, шествие разрешили, насколько я знаю. Другой вопрос, что приняты такие меры безопасности. Как будто бы здесь сам президент едет. Никляев, Статкевич, это не их тема. Ну, Никляев может быть, но Статкевич, он все-таки левого толка. Кто говорил по поводу того, что тут никого нет? Вот наверху, там, на трибуне.
Видите, сколько их там, где завод. И вокруг трибуны. Кучкуются везде. Кто говорил, что нет тихарей? Полно. Вот уж кого-кого, а тихарей как хоть жопы ешь. Да, это Минск. Понял. Но сначала я пойду в начало колонны, чтобы снять, вот как они пройдут первые. Нет, экстремы тут, естественно. А потом уже потихоньку развернусь, смотрю, что вы через меня прошли все ряды. А дальше уже потом буду идти смотреть. Вот дождь этот херовый. Да, дождь это плохо. Дашкевича что-то не видать. Ну, что-то не видать. Да, кто спрашивает, это Минск. Зато дождь идет. Флаги БНК, флаги Европейской Беларуси, флаги БХД, флаг один как минимум есть. И обычные БЧБ флаги. Все тут в порядке. Живе! Что ж, сейчас, наверное, уже пойдет колонна. Так, колонна двинулась, наверное. Еще нет, но уже, наверное, скоро. Чтобы вы могли оценить масштабы мероприятия, сейчас я стану в начало колонны, чтобы показать вам по диагонали, сколько примерно людей. А вот здесь оцепление. Итак, все готовы. Скоро колонна начнет движение. Народа не так уж сильно много, но и не сильно мало. Главная проблема сейчас это, конечно, дождь, который периодически то начинается, то немного стихает. Машины сигналят. Знак солидарности.
Новые люди постоянно все подходят, колонна увеличивается. Так, вот, смотрю, подтягивается Сивчик. Уже практически все, как там говорит кто-то, лидеры оппозиции тут есть. Насчет Нехляева не знаю, не гарантирую. Но народ подходит. Это молодых очень много. Достаточно много. Кто пишет там, что молодых мало? Достаточно много. Я бы сказал, люди разных возрастов. Так, колонна готова к началу. Вот тут. Чего ты все время избегаешь камеры? Смотри, как получилось. Что? Этому городу нужен свой супергерой. Да. Вот, из меня уже здесь супергерои успели пока сделать. Пока шествие не началось. Ну, вам, к сожалению, не понять, потом увидите фотки. У меня просто висит на спине флаг. Витание. Таня. Конечно. Как же без этого? Провести стрим, веду сейчас прямую трансляцию. Что? Что? Еще неизвестно. Скажи пару слов, чему ты тут сегодня дождь, семью покинул дома, пришел на шествие для Куропатки. Это напомнит для нас всех, что это задействие. Мы никого не забыли, мы потребуем, все архивы закатованными были открыты, люди ведали имена Ахвяров, ведали имена Катов. И потребуем, как с наших улиц поубирали этих большевиков. Ну и выбрали этот день на память о своих. Вчера эти ветрища стояли на варте, стяг улетел. Ну Да. туда на энергию, бах. Шапуцкие такие, а куда королевы соткались и дрот. А поставить взял, подогнал его ближай к плоту, лица, раз и вытянул. Да. Керівник білоруського компенсатора, політик білоруського. Спасибо. Стушка. В магазине каком? Что? Прямо стушка. Порше хромали. Ага. Понял. Там по 50 копеек. Да, если что, извиняйте, тут ко мне куратор подошел, да. Принес мне зарплату. Я до этого буду поставил. Все, колонна двинулась. Итак, сейчас мы поспешим, чтобы выйти в начало колонны и посмотреть, как это выглядит со стороны. Вот здесь видим наблюдатели. Таня. Как пока все проходит, никаких нарушений нет, не пытаются там кого-нибудь задержать. Все нормально. Акция разрешенная, да? Акция разрешенная. Так. Да, поэтому все, кто смотрит стрим, подходите, присоединяйтесь. Шествие начинается. Чтобы лучше показать масштаб, мы сейчас забежим вперед.
Вот уже впереди операторы тоже ловят хорошие кадры. И мы сейчас тоже забежим, чтобы показать максимально масштаб. Живе! Беларусь! Живе Беларусь! И вы, зрители, также подпевайте, повторяйте. Пишите в чате. Живе Беларусь! Кто поддерживает? Не спиніть, не стрима. Живе! В Беларуси, бывшей советской Беларуси, у нас такая незвычайная. Вот, организована раздача ленточек. У меня есть.
Только что сейчас произошла небольшая раздача БЧВ ленточек. Прямо в колонне. Ой, здесь их полно. Просто они в большинстве своем все в штатском. Как же нет? Полно. Колонна довольно длинная, видно, там еще в конце идет, кажется, плохо видно отсюда, с БЧВ флагом, там эти дворники. Да, похоже, что это Нина Богинская, она идет в конце в самом. Ну ничего, колонна будет, я думаю, еще не раз останавливаться. Флаг с синей снежинкой, Федя, это флаг белорусской христианской демократии, БХД. Это Василек, не снежинка, это такой Василек. Здесь присутствуют два председателя БХД из 4, по-моему, насколько я сейчас знаю. Ну, как бы, они главные действующие лица. 2 других нет, но их они так хорошо знают. По мере прохождения колонна постепенно все увеличивается, новые люди присоединяются. Я думаю, пока мы пройдем там еще несколько кварталов, то колонна станет побольше. Вчера KFC, говоришь, в Витебске открыли, а сегодня в Витебске Шушкевич выступает в клубе Торвальд. Поэтому, кто в Витебске, можете сходить. Вот, сигналят машины.
много людей. Сложно сказать, несколько сот. 200, 300, может быть, сколько, не знаю, 400. Оцени сам. Слышал, найди, 800. А, 305 все услышал. И мы с вами тоже. Тримайся з метро, Закевич. Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Поворачивай, поворачивай. Артем, это 61. Всех снимай. Вот, сейчас мы видим в колонне представители Европейской Беларуси подожгли цветные дымовые шашки. Это очень сильно взволновало нашу милицию. Сразу услышали, если, возможно, вы слышали, нет, по радио передали. Снимайте всех обязательно, все снимайте. Как же они боятся. Живи! Устраивайте цирк здесь. Ден! Ден! Так, колонна поворачивает. Голова колонны уже повернула на ту сторону. Пешеходного идем.
живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Нет интеграции! Путин! Хуйло! Путин! Хватит знать, что твой Путин! И как оцениваешь количество народа? Нормально или хотел бы побольше? Я, конечно, сподівався, що буде більше. Хоча б 5000, ну, дякую Богу, ти якось пройшов. Ну, надвор'я не вельми цудовне. Это Ну, так. дякую Богу, є люди. Є люди, їх немало. Це не 2 десятки, не 3. Вот, видите, колонна уже значительно выросла. Стала уже вон там хвост. Со всех сторон машины милиции. Там стоит одна, здесь проехала. То есть все, не считая людей штатском. Вот, колонна поворачивает. Не помню, как его зовут, ну, с которым мы общались, с этой. Вот казак.
Колонна значительно уже выросла. Вот, похоже, ее хвост только сейчас. Похоже, хвост колонны только сейчас вот закончился. Пойдем дальше. Это точно мотылек. Так оно есть. Сейчас прошел мимо тихорей. Рация работает настолько громко, что просто за километр слышно. Могли бы хоть немножко заглушить. Кто против интеграции, ставьте лайк. Россия, это война! Россия, это война! Репостим видео, ставим лайки. Кто не подписан на канал, подписываемся. Все, кто против интеграции, ставим лайк. А еще лучше присоединяемся к колонне, кто может. Ну, не знаю, куда-то вот пошли от парка Челюскинцев. Я не местный, поэтому не так ориентируюсь. В сторону востока туда и потом, наверное, на Куропаты. Часам к 3 должны будем подойти. Все больше и больше новых лиц я вижу.
Вот в конце колонны там хмуро бредет Павел Сиринец, с кем-то разговаривает, я вижу. Не пускайте зверя у хату, пушного зверя. Щадрову. Добре, дякую, я передам. Живе Беларусь! Так, мы сейчас в конце колонны пойдем снова в начало. Так, вот здесь есть интересный такой лужок, надо сюда перейти, чтобы было лучше видно. Не спынить, не стремать. Наш родный любыся, и он бел червоно-белый, и он бел червоно-белый. Наш родный любыся, и он бел червоно-белый, и он бел червоно-белый. Наш родный любыся, он бел червоно-белый, и он бел червоно-белый. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Что сплячал мелисячий. Вот смотрите, здесь сейчас Агат проходим. Я не знаю, что это такое, центр какой-то. Система Агат, ООО Агат система управления. Вот мы сейчас там.
Живе! 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 Так, сейчас колонна поворачивает. Вот, мы приближаемся к Национальной библиотеке. Зорки в небе, около неба будет, не загинет рай добра. Радио Свобода также ведет трансляцию. Добрый. Людей много, но все знакомые лица. Я разумею, Ты немножко ближе вперед, помогай. Хари совсем одна. Появился дрон. Нас снимают с квадрокоптера. Как цветы на крае солнца,
Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Вот здесь проход сузился очень. Тут придется идти в колонне. Сбоку никак обойти не получится, здесь дорога. Можно было сверху зайти. Пускай присоединяется. Да, один человек уже спрашивал, где вы идете, хотел присоединиться. Пускай вот Куропатов сразу приходит. Не, интересно пройти шествием. Вот он как раз говорит к востоку, если подъеду, то нормально. Ну, минут 10 назад говорил. Может быть, уже присоединиться. Да, присоединяйтесь все, кто может. Мы идем в Куропаты пешком, вот таким своеобразным крестным ходом. Нормально людей. Да. 500 человек. Возможно. Начинали человек 300, может не больше, потом 400, сейчас может даже и до 500 дошло. Ну, к шествию присоединяются люди обычно. После того, как шествие достигнет Куропат, наверное, до Голгофы дойдем, там будет митинг. Хотите, чтобы было 10 тысяч? Присоединяйтесь, зовите своих друзей. Только когда белорусы объединятся, когда они выйдут все, тогда будет и 10 тысяч, и 20, я думаю, и больше. Поэтому ставим лайк, не забываем. Все, кто за независимость Беларуси, ставим лайк. Все, кто против интеграции, ставь лайк, если не Путин. Куда бы мы ни шли, нас уже везде ждут. Видите, вот эти люди все, которые вот там стоят, они ждут нас. Все проходит культурно. На пешеходных переходах колонна останавливается. Никто правила не нарушает.
Так, первая часть колонны перешла на сторону туда. Сейчас будем ждать, вторая перейдет. А, кто-то застрял на островке. Я родилась, росла, где первый раз познала счастье, я правила. Где первый раз познала счастье, я правила. Живи! 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 Героям слава! Слава Беларуси! 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 Героям слава! Вот еще несколько частей колонны. Одна часть последняя переходит только. Часть застряла на островке. Колонна постепенно разрастается. Я думаю, что уже около 500, может быть, будет. Живи, Беларусь! Живи! Россия — это война. Белорусская солидарность супротив российской оккупации. Ага, наш супротив российской оккупации. Живи! Живи! Не разбить, не спынить, не стремать. Мать родная, братья крови, ежедневно это любовь. Ты проводцы, приди своего сына, стань я буду верить в огонь. Ты проводцы, приди своего сына, не разбить, не спынить, не стремать. Ладонью толстой тобой не разбить, не спынить, не стремать.
Живе! 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 Итак, колонна собралась, и все пошли снова. Ставим лайк. Все, кто смотрит, репостим, ставим лайки. Кто находится недалеко, приходите, присоединяйтесь. Это разрешенный митинг. Ориентир — Национальная библиотека. Колонна двигается довольно медленно, так что вы успеете. Вот, колонна снова уже ушла вперед. Мы уже немножко отстаем, надо догонять. Там в конце колонну догнала уже Нина Богинская, идет вместе с Туровичем, разговаривает о чем-то. Хай воля вечно будет с нами.
Так, у меня также флаг. Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Привітання, Василь. Живе Беларусь, слава Україні. Конечно. Нет союзу с имперской Россией! 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 Живе! 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 Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе Беларусь!
Слава нации! Смерть ворогам! Слава нации! Смерть ворогам! Слава нации! Смерть ворогам! Черная на свете, вечная панует, Верники на твою ниву, ноги ты красует. Верники на твою ниву, ноги ты красует. Белорусскою рукою, вечной правдой сила, славу вечную напишет. Живе Беларусь! Живе! Смотрите-ка, у нас здесь пикет. Пикет кого? Депутат Германчук Виталий Николаевич. Кандидата этого самого нет. Да. Стоит пикет какого-то провластного кандидата. Германчука. Да, я о нем что-то слышал. Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Да, я, к сожалению, снимаю и забыл взять с собой удочку, флагшток, поэтому у меня флаг висит на спине. Так что я тоже не просто пришел сюда так, тоже с флагом. Другое дело, что вы это не видите, это только со стороны видно. На спине там флаг. Ставим лайк, репостим видео, подписываемся на канал. Будет еще много интересного. И росли бы ответу на Киева. Им бой из Божьей ласки, бой за родную Беларусь. Нам бежды все не боятся, на пути нам станет. Не наблюдают. Мы тоже вас поддерживаем. У нас общий враг сейчас. Украинцы пишут, что украинцы вас поддерживают. Василий пишет. Интерхунта. Я говорю, мы тоже украинцев поддерживаем. У нас общий враг сейчас. Да, у нас сейчас общий враг. Может быть, что хочешь сказать? Всем привет. Ну, что я могу сказать? Ну, зараз іде шествие на Куропатых. Это 31 год тому была первая такая акция, якая была, ну, самая первая політична акція супроть комунізму і злочинства комуністичного режиму. Ось це було в 1988 году. Ось уже 31 год ця традиція тримається антикомуністична.
Вот люди с флагами, вот я смотрю, еще там человек стоит. То есть, ну, колонна увеличивается потихоньку. Хотя кто-то, наоборот, уходит. На нас сидіди, гейди, гейди, локака, на нас сидіди, локака, одому, Живе! 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 Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава!
Были несколько спроб нас ликвидовать, были суды, выставление претензий. Итак, это Минск. Это шествие на Деды 3 ноября. Вот идет у нас колонна из представителей разных оппозиционных структур и просто неравнодушных людей, патриотов Беларуси. Журналисты и большое количество людей в штатском. Колонна довольно сильно растянулась, там в конце видно, еще люди идут с флагами довольно далеко. Сколько людей по моей оценке? Ну, человек 500, может быть, я думаю, было на пике. Сейчас не знаю, может быть, немножко меньше. Человек 400 есть. Все идут, Василий, в Куропаты. От фактически там, ну, можно сказать, от центра почти Минска. От парка Челюскинцев, от часового завода и до самой окраины. С 12 до 15 часов планируется это шествие пешее. То есть примерно 3 часа. Где-то половину мы уже прошли. Все, кто присоединился, не забываем ставить лайки. Приветствую вас, Александр Беспалый. Да, возле «Поедем, поедим» вахта стоит каждый день. Думаю, если вот такая колонна выйдет к «Поедем, поедим», то не знаю. В прошлом году, говорят, ресторан в этот день был закрыт. И в этом, я думаю, тоже.
Не рискнут они держать его открытым. Сейчас пока все немножко затихло. Так, периодически колонна проходит, скандирует патриотические лозунги «Живе Беларусь!», «Слава нации, смерть врагам!», «Нет российской оккупации!», «Нет интеграции!». Я думаю, человек 400. Сейчас как-то даже людей немножко меньше, мне кажется, стало. Уже это не пик. На пике доходило, я думаю, до 500. Сейчас, наверное, уже меньше. Живе! 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 Слава нации! Смерть ворогам! Слава нации! Смерть ворогам! Слава нации! Смерть ворогам! Потому что меня запросили на выездную раму БНР, там весь одно людей, все равно будут получать медаль за нахуй за БНР. Мені треба,
Украинцы приветствуют нас, поддерживают. Василий зашел интерват, Александр Беспалый. А Сайгон что, не приехал? Нет, он там еще. Он еще там? Наверное. Это у него спроси. Нет, общаюсь, я знаю, что он там сейчас. Сейчас просто пока у нас стрим с шествия. Вот и он, кстати говоря. Приветствуем, Анатолий. Мы как раз тебя вспоминали. Как у тебя там дела? Ты еще там? Не вернулся еще в Беларусь? Живи! Анатолий, примерно человек 500 на пике было. Сейчас, я думаю, может быть, 400 где-то. Ну, несколько сотен точно есть. Начинали было человек 300. Сейчас, я думаю, что может быть около 500. Не меньше. Идите под присягой в суде. Не лжесвидетельствуйте, запомните, за вами придут. Если будете лгать, клеветать на людей, которые вспоминают, знают свою историю, и будете в суде лгать, знайте, это преступление, уголовно наказуемое, и за это будете нести ответственность. Отчитываешь? Не, ну а как? На политинформации такого не скажут. Так хоть дайте я хоть скажу. Я образованный человек с высшим юридическим образованием. Не, каждому стоит помнить, как Муссолини закончил себя с этой Кларой Питаччи. Можно даже не говорить со словом Муссолини, можно начинать с Клары. Так? Клара, Клара, Самое главное, тутейший шляхтич, когда Россия развалится, Смоленск и Брянск вернуть себе.
Крым и нет Донбасса. Фанаты иммигранты, нас Самое главное, чего сегодня надо бояться, это собственного страха. Правильно, товарищ офицер? Живе Беларусь! Живе! Что это, расскажите? Ну, на падтрымку паплечнікаў, палітвязняў, вось, карыстаемся магчымасцю. То бок, правильное дело. Для нас курапаты гэта не толькі шэсце, гэта зараз уся краіна. Пакуль існуе рэжым вусатага тырана, то бок ніхто не свабодны. Мы ўсе ў няволі зараз. Вось. Гэта наша позиция анархистов. Ну, это позиция любого здравомыслящего человека сейчас. О том, что Беларусь в Европу, а Лукашенко в жопу. Не нужно этого бояться. Уже бояться дальше некуда. Нас уже ввели налоги на тунеядцев. Уже студентам не дают бояться, учиться. треба змагаться. Так. А вы откуда? Сами с парты некой? Ну, я состою сейчас в БНФ, я по партийным спискам проходил, я участвую кандидатом по 25-му округу, Порша. Ну, я не бачу сенсу, бо у нас нема выборов. Нет, так а я для того, чтобы вот это говорить, что я вам сейчас сказал. У меня сейчас стоит плакат, на нем там у меня маленький такой мой портретик, а остальное там все всякая информация. То есть людям раздаем листовки, агитки, ленточки о том, чтобы знали люди, что как. Потому что мы знаем, что выборов у нас нет. За то, что у меня на плакате была надпись «С фальшивым выбором Баста», мне за это вынесли уже предупреждение. И могут снять? Да, в следующий раз будет еще предупреждение и снимут. Но в любом случае мы сами, наверное, будем сниматься потом. Мы не будем до конца. Главное использовать именно агитационную кампанию, чтобы бесплатно, легально можно было стоять в центре города. Конечно, и рассказывать. Да. Мы это сразу заявили. ТФКХП БНФ нет. Просто БНФ. Но это произошло чисто технически для того, чтобы по партийным спискам пройти. Армия застоялась. Состоялась. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Ну потримайте, Нельзя, да, запрещают. Вы же там, да, есть, согласен. Разрешите. Не, ну молодцы, хлопцы. Самое главное, берегите честь. Будете клеветать в суде, за вами придут, знайте. Все проходит, и это пройдет. Было написано на кольце у Моисея. За всеми лжецами, которые лгали в судах. Как там говорил товарищ Киртоплемов, штрафбат, в одной окопчике тут придется. Колонна тем временем потихоньку движется
к месту своего назначения. Куропаты. Я вот его спросил такого. Он говорит, думайте, Следственный комитет в постановлении в отказном указал, что я был задержан по адресу Незалежности 63. Документ у меня есть. А свидетели судья говорят, у меня по адресу Незалежности 63, а расстояние 800 метров. Ехал на велосипеде и, размахивая двумя руками, ругался грубо нецензурной бранью и на неоднократные замечания не реагировал. Это что? Они себе своими подписями поставили что? Срок. Сядут и будут здесь сидеть. И однорукий Если оценивать, сколько людей приблизительно всего поучаствовало в шествии, то это сложно. Кто-то присоединился, кто-то, наоборот, ушел. Но в среднем сейчас в колонии, я думаю, может быть, так примерно и держится около 4-5 сотен человек. Видите, все остановки заполнены людьми в штатском. Сейчас, мне кажется, людей стало немножко меньше, может быть. Я думаю, что даже 4 будет все равно. Пошли! Ну вот да, вот я с теми, кто пришел, десятку тех, кто пришел. Нет, я так раз. Ну да, я. Вот колонна растянулась, часть осталась, еще не перешла там. Часть уже ушла вперед. Вітаю вас. Радий бачити, підтримую вас. По всім питанням. Интересно, в этом году больше людей, как думаете, Павел, чем в прошлом? Приблизно то же самое. А то люди все спрашивают в чате, сколько людей примерно. На скидку. Ну, каля 300 чоловік. Думаете, 300? Ну, насамрэч, одномомантно ідуть каля 300, в реальності там долучаються або одыходят, ну, не знаю, в сумме может быть там и 700 человек. Добрый день. Ну вот, такие данные озвучены были, нам сказал их Павел Северинец. Свое суждение о том, сколько он примерно думает здесь человек. А вы мне пассируете? Мне только пару фоток. Милиция с народом. Ну, на самом деле, кто спрашивает насчет милиции, ее здесь полно. Все оцеплено вокруг. Снимают
с разных сторон. Сзади, спереди ходит в штатском. Все оцеплено ГАИ. Живе! Живе, Беларусь! Живе! Живе, Беларусь! Живе! А вы во сколько оцениваете примерно количество сегодняшних Около участников? 300 человек. Сколько? Около 300. Около 300. Может быть, я нам Лидер молодого фронта Денис Урбанович. Белсат у него берет интервью. Все равно, даже если абсолютно разрешенная акция, даже если одиночный пикет разрешенный, все равно приходит большое количество людей в штатском и в форме гораздо больше, чем самих протестующих. Когда был на Бангалоре одиночный пикет, там было 2 сотрудника в штатском, как минимум я видел, или 3 даже. И еще 2 в форме. Это к слову о том, что там разрешенное и неразрешенное. Это, честно говоря, мало кого волнует. У нас диктаторское государство. Диктатор боится всего, даже надписи на плакатах. После прихода к месту назначения акция должна будет закончиться митингом.
Да, прохладно. Ну, сейчас я постоянно двигаюсь, поэтому мне тепло. А так, да, было прохладно, когда стояли. Но сейчас сегодня потеплело. Вчера было холоднее, там пару градусов каких-нибудь. Сегодня потеплее. Градусов 5-6, может 7. Но был дождь. Вот едет какая-то синяя машина с антенной наверху или чем-то таким, не знаю. Я такие часто видел на митингах. Это либо прослушиванием занимается, либо она глушит, либо что-то делает такое. Но пока сигнал никто не глушил. Так, попробуем немножко срезать путь и пройти вот так. Ну вот, оцените масштаб колонны отсюда. Сколько примерно, по-вашему, человек? Пишите свои варианты в чате. Кто сколько считает? Вот какой-то человек сигналит на джипе и нас поддерживает. Надеюсь, что Беларусь постепенно проснется, и здравомыслящих людей станет гораздо больше. Вот еще тоже сигналит. Какая это военная форма? Ты рыбак. Диспетчерская станция Калиновского. Да, все, кстати говоря, снимается дроном вверху.
Очень сильно шумит квадрокоптер, прям привлекает к себе внимание. Так что власть следит за колонной, не считая стационарных постов ДПС, огромного количества людей в штатском. Они следят за колонной еще и сверху. Несмотря на то, что акция санкционированная, мирная, и ничего как бы такого не намечалось. Я думаю, что колонна значительно увеличилась в последнее время. Вот видите, насколько все тянется колонна. Только сейчас внезапно вылетел. Ставим лайки все, кто присоединился. Репостим видео и подписываемся на канал, кто до сих пор еще не подписан. А мы постепенно приближаемся к конечному пункту назначения.
Вот люди с ленточками стоят на той стороне. Видите, там на тротуаре. Ждут сейчас, пока загорится зеленый свет, чтобы присоединиться. Вот, пошли по той стороне. Слушай, а у тебя корректор есть некая песня простят? Конкретно там, конкретно мужской. Некий анализ, политическая Денис, как думаешь, что необходимо для того, чтобы собрать факельный марш на Дрозды вот такого размера? Человек 500 с факелами и с криками «Луку на муку» идут на Дрозды. Народ почав їсти лебяду. Только так? Тільки так. Покуль яны ще трохи задоволені.
не во всех сумлениях. Это уже не той час, когда было некое сумление. Отстаивать свои правы. Яны тільки починають нити, ті, які виїжджають. Коли розуміють, коли попав у тюрму і сидить, думаю, я ж то нічого не зробив, мене посадили. Вот теперь я признаю, что влада дренная. Да, но бороться все равно не буду, потому что в тюрьме плохо. Еще раз не хочу попасть. Тому, поки він сам до висновки не прийде, що він повинен зробити в деле В чате пишут комментарий, на 17 резиденций людей маловато будет. А, так казав одну... один іммігрант білоруський, Владимир Полупанов, нам достатково 100 озброєних, подрихтованих молодчиків, щоб зробити переворот у Білорусі. Ми будемо брати меншинством. В 2010 році я так казав. Путь не близкий, операторы уже устали забегать постоянно вперед, становиться там и делать фото. Вот я вижу один там человек, ага, два снимают. Ну там я не буду. Живе Беларусь, живе! Беларусь, то, что такая структура Беларуси есть, это побрали, такие подейки там развернулись. А вы сябры белорусские? Конечно, я сябры. Радио «Свобода» ведет интервью Павла Свиринца, и, судя по обрывкам, слышно, что говорят про Пенцентр, про скандал с Пенцентром. Наши несчастные.
Если это добро, когда вы это не признаете, мы вас будем. Живем! Вот прошли два тихаря только что в колонне. Смотрите-ка, а куда же девался стенд с выборами? Похоже, у нас в стране нет выборов, что-то мне подсказывает. Я вот хотел тут стенд, а его нет. Да. Как символично.
Вот сейчас я поднялся повыше на пригорок, чтобы лучше было можно оценить масштаб. Вот идет колонна. Ее начало. И вот только там, в самом конце, там завершение. Как-то одна часть отстала. Доброе. А чего тут стоишь? Я вас чекаю. Как смотришь, как колонна проходит? Да. Красивое зрелище. Что можешь сказать по поводу сегодняшнего мероприятия? Как тебе сегодня понравилось? Деды, это первые деды, на которых ты Так, участвуешь? это мои первые деды. Я ранее на них не ходил. И я отчуваю себя просто цудоўна, потому что это я отчуваю жартаванасць нацыі. Это вельмі важно. Вот сегодня такая прям згуртаванасць, яднанасць, якую час по часу не хапае. Ось тому сегодня цудоўны день. Сегодня прям так настрой поднялся. Да, в чате тебя узнали уже, Усяслав. Тутейший шляхтич. Так. А мы пойдем дальше. Так, да. Да, Артем Игумен, это он. Меня уже заснял ты. Мент сраный. Слушай, тебя засняли уже раз 50, наверное. Так и он. Они в колонне здесь, они на той стороне, на этой, вокруг. Там один знайшовся, який мне прям дал ближе. Ну, ты об этом так говоришь, как будто бы что-то такое. неприятно. Не, я понимаю, что неприятно. Приходится привыкать, знаешь. Я уже забыл, сколько раз на каждом мероприятии попадаешь так. Особенно, когда, например, не такое шествие, когда, например, один или очень мало людей, там 2, 3, 5 человек, 10. Это гораздо неприятнее. Ничего страшного, на самом деле. Я тебе хочу сказать вот что то, что они снимают, это обычно куда-то в архивы, наверное, идет. То есть ничего не происходит потом. А как ты оцениваешь, сколько сегодня человек сейчас вот движется в колонне, по-твоему? Ну, на Белсат я бачив у комментариях писали 400, ну, напевно, так и есть. Ну, я думаю, что больше здесь. Флаг. У кого-то улетел флаг. Да, подписывайтесь на канал Тутейший Шляхтич. Это канал Усяслава. Белорусскомовный канал.
Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Ось, до речі, на трансляціях Белсати Ради Свободи там немає модераторів, є проблема в тому, що там зараз шмат провокаторів, які пишуть всілякі глупства. У меня есть модераторы, но они так себе средне работают. Але на Белсаті Ради Свободи там на Их вообще нет. трансляціях їх вогулі нема. Да. І там є один такий Андрій Громыко, який пише... О, и знакомый человек. Говорят, это какой-то поехавший гаишник. Короче, крайне неприятный тип. Рак мозга у человека. Напевно. Ну, он из органов. Бывших вроде как. Нет, ну с ним так как бы все понятно. Профессия там и все такое, просто как бы зомбирование. Но есть такие персонажи, как тот же доктор Куропатов, которые в принципе не местные, они сюда приехали и хейтят оппозицию. Как говорится, езжайте обратно домой в Россию. Какие проблемы, чего вам не нравится? Хорошо, у доктора есть и другие каналы, Travel Blog. Ну, доктор, он как бы сам пациент в то же самое время. Вот. А все поменялось. Сегодня, я кажут, один бог, а завтра другой. Да, в чате уже пишут, что это не доктор, а некий транс. Ну да, его после той акции в Пинске, когда он переоделся. Беларусь! Беларусим! 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 Живе! 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 Русь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! А гэта доктор, і он зусім барнаваты, насамрэч. Здымаць відэа голым у туалеце, ну гэта зусім нізка. Что, он такое видео снимал? Так можно видео. А, Такое. я просто не смотрю особо ватников. Не трачу на это время. Но всегда приятно узнавать интересные подробности, скажем, из жизни мира животных. Вот, мы уже догнали голову колонны. Самое начало. Транспарант с надписью «Деды». Меня, Анатолий, не возьмут. Я всегда выгляжу сам как корреспондент, у меня никто не берет интервью. Никогда. Мне это не нужно. Я сам веду стрим. Если бы мне надо было, я бы пришел без камеры. Просто с флагом. Когда им надо, они подходят сами. Как, например, было по поводу белорусской мовы в транспорте в Орше. Сами подошли и спросили.
Вітання, Стас Дзюмховський. Алексей Петров не был. Дебаты у меня 5-го. Запись дебатов будет 5-го. Так что 5-го Витебск. Завтра 4-го в Гомель на интервью к «Стране для жизни». А потом 5-го в Витебск. Как думаете, будет или будет? Это мы узнаем, посмотрим. Задают вопрос, как думаешь, будет ли площадь 2020? Я не могу это смотреть. Ну, я тоже. Мы-то готовы хоть сейчас, вы готовы ли? Это как бы к зрителям обращение. Как я вот стоял на днях на пикете, и подошел ко мне человек и говорит, когда вы Лукашенко скинете? Я думаю, ну я готов. Когда вы его скинете? Да. А что, когда 200 человек, что, ну, смысл даже об этом Вот говорить. в том-то и дело, да. Вот, я просил, ну, многих блогеров, они призывали, там где-то постили, ну, большой охват, много тысяч людей знало про сегодняшние результаты. Ну да. 10 тысяч человек. Просто да, у многих есть такая отмазка, типа плохая информированность. Хорошая информированность, отличная, все знают. Кто, и платная реклама я видел в Фейсбуке была, там сотни, там под 500 лайков, ну и что? В итоге как бы не вышло 10 тысяч человек, о каких площадях можно говорить? Вон дрон снимается. Да, он уже много раз летает над нами, все контролирует. Тут же в толпе сотрудники, короче, с да, флагами ходят периодически. Нет, так с флагами ходят в ленточке. Ага. И рации некоторых слышно работают, там шли в конце такие, прям слышно все четко, что передают. Можно стоять, слушать. Ну да. Вот спрашивают в чате, я задаю сейчас вопрос всем, как думаете, будет ли площадь 2020? Чомусь я думаю, что будет обовязково. Да. Площадь 2020. Будем надеяться на это. Повинно быть. Хватит уже, да, 25 лет. Да. 25 лет и никакого просвета. Так, колонна растянулась прилично. Вот одна часть тут, где мы, а там еще значительное количество людей. Вот там идет. Ну, так не пригоже таке рушення, таке клімпет на людей йде, да? Ну, завжди промолоть турбує. Старіше їхали, коли не кнопки. Очень приятно, что они смотрите. Вот, еще часть колонны перешла, но там еще большая часть стоит на той стороне. То есть оцените масштабы. Вот здесь
И там еще примерно, наверное, столько же. На самом деле, по поводу футбольных фанатов, Артем, некоторые, да, подключаются, но что касается радикальных действий, милиция, КГБ, ну, ими занимается ГУБОПИК. Это подразделение по борьбе с коррупцией, там, с организованной преступностью, с экстремизмом. Они их плотно держат под контролем и сразу как бы говорят: в политику не лезьте. Футбол, там, да, свои разборки, это пожалуйста, но не в политику. Поэтому в случае чего их очень жестко прессуют. Фанаты готовы действовать, но только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Они стараются светиться как можно меньше. Кто не в курсе, это Минск. Сегодня у нас 3 ноября, ряды, и колонна движется в сторону Куропат. Там состоится митинг. Как только колонна дойдет до конечной точки, состоится митинг. Мероприятие планируется завершить в 17 часов. Еще одна часть колонны остается там, не перешла, последняя. Ждем, пока вся колонна соберется. Живи! 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 Белсата тоже сегодня прямая трансляция, да? А как вы оцениваете, сколько человек сегодня? Я вот всем задаю этот Саме вопрос. тяжкое питання. Да. Бо я так само мені більше з Петробурська, я сказала. Я, на жаль, не все могу сказать. спрашивают, Но я да? бачу, що це така, ну, і навіть більше минулого года. Вот только что сейчас по непонятной причине вылетел эфир.
Приветствуем, страна для жизни. Завтра к тебе собираюсь вечерком. Ну, договорились же там на 18 часов, так? У меня есть твой номер. Мне писала ВКонтакте там менеджер ваш. Ну так, ну це не хоче про знажу не треба, ну в принципі вже автобус. Ну, не знаю, я иду постоянно, двигаюсь, поэтому мне жарко. Я весь вспотел. Вначале, когда стояли, было холодно, да, был дождь. Сейчас нормально вроде как. Постоянно двигаемся. С 12 часов идем, и вот колонна идет пока в Куропаты. На счастье. Один, что они так не распиарили, Ні, є з десяток громад протестантських, які тримаються білорусності. Чайковського дві церкви з білоруської мовою. Баптисти. Десятників є такі, там, по-моєму, там є нас, просто сказать, 50 человек. Идет несколько молитв за Беларусь. Приветствую, Михаил. Присоединился ты тоже к нам. Шествие идет в сторону Куропат. Уже 2,5 часа идем.
Да, правильно, что подписались на страну. Там много интересного, актуального и качественного, главного, контента. Очень качественного. То есть человек занимается профессионально производством видео. Безусловно, нам нужна страна для жизни. Это только ватникам нужна страна для смерти. Поэтому их главный лозунг можем повторить, то есть повторить кровавую резню мировых масштабов с миллионами жертв. Это то, чего они хотят и чего сейчас добиваются. Мы в этом не участвуем. Мы за мирную, процветающую Беларусь, за страну для жизни. Надо бороться. Если не сможем, если не построим, то что поделаешь? Зато нам хотя бы не будет стыдно. Нам. Живе! 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 Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Російським телебаченням на нашій країні. Я не навіть чомусь не вірю. Ну, що ти думаєш? Кто несет из вас боезапас? Аминь. Я не кажу, кто не знает, это
Вот колонна поворачивает. Вот эта синяя машина интересная, с какой-то технической аппаратурой там, милицейская. Да, я слышал, когда Рыбка давала интервью Собчак, то она сказала Собчак, что она дала интервью этому Амирану Сардарову за 400 тысяч рублей российских. Что-то такое. Беларусь, радуйся! Беларусь, радуйся! Беларусь, радуйся! Беларусь, радуйся! Беларусь, радуйся! Беларусь, радуйся! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Ян, Юра. А какие партии присутствуют сейчас? Присутствуют организаторы как бы КХП БНФ, консервативно-христианская партия БНФ. Я видел самого Олеся Чехольского, он там в голове колонны. Присутствует партия БХД, Белорусская христианская демократия. Где-то здесь был их флаг с синим васильком в конце там. Был Павел Северинец, вот он здесь идет. И в начале шествия я видел был Виталий Ромашевский. Далее, кто еще здесь? Гражданская компания, Европейская Беларусь, Молодой фронт. Какие-то еще, возможно, другие партии.
Ну, так точно сказать не могу, кто из присутствует. БНФ, конечно, я как представитель БНФ тоже могу сказать, что БНФ присутствует. Так что очень много кто. Ну, конечно, левых каких-нибудь там этих, «Справедливый мир» или кого-нибудь там не будет. Это не их праздник, они будут 7-го праздновать свое. День Октябрьской революции. Народная громада Статкевича. Не знаю, я не видел флагов народной громады. Но, возможно, активисты громады есть. Вот флаги с крестами, это флаги КХП БНФ. Флаг Молодого фронта развивается. Также транспаранты Витебские, Хайсы, Витебские Куропаты, а также там черный впереди транспарант Виталий Павлов несет. Эти, как его, Кобыляцкая гора, Аршанские Куропаты. То есть тут представители разных организаций. Анархисты. Были анархисты в колонне. Просто неравнодушные граждане, которые решили присоединиться. Много разных людей. Синий такой со звездочками. Европейский. Вот, Россия — это война. На одном из транспарантов. Жили Беларусь. Белорусская солидарность. Наш супротив российской оккупации. Вот там в конце флаг БХД кто-то несет, но это уже не Ромашевский. Колонна постепенно движется к Куропатам. И, наверное, мы уже, я думаю, скоро подойдем. Вот, водитель маршрутки поприветствовал, просигналил. Как только шествие достигнет конечной точки, состоится митинг. Интересно будет узнать, работает ли сейчас ресторан «Поедем, поедим» или нет. Вот, мы впереди уже виден Экспобел, то есть мы уже фактически пришли. Скоро там еще пройти осталось пару сотен метров, а потом повернуть уже в сторону Зеленого луга, туда, к Куропатов самих.
Виходжу з під'їзду, бачу, нема то робиш. Дзвоню, я, каже, ще на 5-й поверсі. Він, думаю, там розмовляє, там, поднимаюсь, я попольки вас. Не, я бы сказал, что людей, наверное, может быть, чуть-чуть даже убавилось. Или столько же, но не добавилось. Добавилось? Не, вот за последний момент. Думаете, добавилось? Да. С машин мы много приехали. Ну вот, человек говорит, что добавилось. Посмотрим, сколько сейчас будет, когда дойдем до конечной. Бачить так само, так трошки затримує в очі, після каже. Полоски, райдержанкам проводить кампанію, вулицю Будьки. Підписуємося. Після чиняється двері, я питаю зараз, Олексій, а як ви визначаєте? Тому що казати, ви кажете, що робите? Контроль. Я кажу, актор, режисер, я кажу, настрой, бачу, кому що треба. І резко поміняють. А я стою, ви бачите, ну, освітлюється, там, чи Будька, от він ось Дебринський кат, ну, що як має бути. Так що керуючим вільні. Складно. Я пам'ятаю, ми приїхали в Парап'яново і шукали костюм. Вам звонилися питати дорогу. Виникли, заходили, дивилися на Парап'яново. Тут следующий. Мне какие-то причины было, пытаются дорогу, если вы приезжаете сюда нас, Вот уже голова колонны переходит на ту сторону, к троллейбусному депо. Там уже прямая дорога в Куропаты. Скоро дойдем, и тогда будет митинг. И он, конечно, в этом плане душа классный. Интересно, будет ли открыт ресторан «Поедем, поедим» сегодня? Идет Куропатская варта. И он будет отчинен. Будет? Думаете, что да? Говорят, в прошлом году он был закрыт. В минулом году он был зачинений, тому що яны подумали, що люди всі пойдуть до этого ресторана, але зараз таких Думаете, что не гучало, тому я думаю, сегодня, думаете, не будет такого? Нет, двери могут быть зачинены, але сам ресторан отчинен. То есть они будут отчинять, когда заезжает машина. Понятно. Живем! 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 Ну и, конечно, сказать, что свое слово, что я голодный Куропат, не вы, что это не народный мемориал, хотя посмыкался, там вот где народные.
Метро нет, да? Центр, операция. День добрый. Вот. Может быть, есть еще что добавить. Вот мы уже почти пришли в Куропаты. Что для тебя Куропаты в первую очередь? Ну, Куропаты, это... так. Как бы сказать... это место памяти, то бок место, где были расстреляны выбитные діячі нашей нации. И это место, якое допомагає нам, ну, пам'ятати. А пам'ять, вона нас гуртує. І це таке ушанування гэтага месца, яна нас гуртує, і у гэтым нараджаецца нацыя. Вот. І вот Куропаты для меня это память. Память о расстрелянных национальных діячів. И не только национальных діячів, в принципе, память о расстрелянных наших продков, белорусов. Вот. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! А вы дозволите запытать отповедное питание. А что для тебя Куропаты? Ну, для меня это в первую очередь они связаны со сталинским террором. То есть я как бы, ну, крайне отрицательно отношусь к коммунизму. Это в первую очередь место памяти, это место, где... Место преступления, скажем так. Добро. Место преступления, где коммунисты оставили свой грязный след. Сейчас огромное количество поднимает голову неомарксистов, всяких там неосталинистов, которые говорят, что коммунизм это хорошо, что надо бы еще такого Сталина сделать одного. Вот им всем хочется указать на это и сказать, что видите, до чего довели ваши вожди. Поэтому они так сильно не любят Куропаты, что это разрушает всю их идеологию, понимаете? А они там строят всякие догмы о том, что коммунизм там он экономически обоснован, он очень выгоден, это очень как бы там светлое будущее и прочее. Но однако, как начинаешь смотреть, то получается все построено на лжи, на терроре. Так. И больше ни на чем. И никакого процветания не было, только нищета и бесправие. Коммунисты в одном людей не обманули. Они сказали, что люди будут равными в бесправии и нищете. Але все равно были сирот ровных больше ровные. Да, безусловно, элита всегда есть. Номенклатура, которая жировала. Чем отличается, вот они говорят, а при капитализме типа тоже плохо. Да ничего. Разница в том, что при капитализме гораздо большее количество людей, которые нормально живут. И главное, есть выбор действительно, есть свобода. Ты сам выбираешь, как тебе жить, что тебе делать. Тебе не указывает какая-то куча мудаков. Причем они не указывают тебе не то, что выбрать, а именно из того списка, который они предлагают. Выбрать
партию, выбрать. Свобода — это свобода всегда. Ее ничем не заменить. Да. Ось як ёсць цудоўная цытата, што той, хто выбірае хлеб замест волі, і ён у выніку губляе і тое, і іншае. Да, сначала заберут свободу, сделают рабом, а потом посмотрят, что как бы, да, ну и а зачем рабу этому давать хлеб? Такие белорусы сейчас нищие становятся, как и россияне. С каждым годом. И меньше свободы при этом. Ну, выбирайте свободу. Со свободой и хлеб будет. Вот, мы уже фактически пришли. Ось у нас ёсць вельмі важны такі момант, які адрознівае нас ад гэтых камуністаў, лукашыстаў, што мы згуртаваны. У нас ёсць яднанасць нацыянальная, а у них не. Яны не збіраюцца так, яны збіраюцца толькі пад прымусам, калі іх зверху там іх прымушаюць, яны збіраюцца. А так, каб яны самі сабраліся, ну ніколі. У нас ёсць яднанасць, мы моцныя. Ось, таму мы пераможем. Они любят собраться только побухать, но больше 3 это сделать сложно, потому что Нет, они... бутылку разделить очень тяжело, помалу достается. Нет, они собираются по воле вождя, можно сказать. Что с качеством видео? Это не ко мне вопросы. Возможно, мы выходим за город, качество падает из-за того, что связь стала хуже. А может еще что-то. Мы просто идем. Всякие КПБ. Не, говорю, люди спрашивают, пишут в чате, что с качеством видео. Типа стрим хуже стал. Не знаю. Наверное, то, что мы выходим за город, здесь качество видео падает. Ну, до речі, падає на вот Белсата, тому тут... Белсата падает? Ты смотришь сейчас? У них? Я глядел недавно, у них увогуле там оборвалася сувязь, тому это нормально. Ну, зараз наладилося, але ось недавно только что глядел. У них были проблемы. Да, поэтому не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Серый Кот и смотрите наши стримы с разных акций. Вот, там уже стоят какие-то люди, смотрю, возле входа в подземный переход. Сейчас мы подойдем, посмотрим, что там происходит. Какой-то человек в фуражке и в такой синей жилетке. Какие-то информационные войска. Забрали же как-то, с парадом был сначала, я забыл, как зовут. Кого? Ну, мы вначале встретились. Там, Филипп? Филиппа? Да. Его забрали? Ну, по-моему, да, Бусик его забрали. Плохо. Он сел там, когда после Путина, ну, то-то, и забрали Точно? его Бусик. Здесь нет, ну, как ты видишь. Нет, так он, может, просто домой сошел. Нет, я просто там говорили, что его там какую-то черную машину забрали. Да. На светофоре, помнишь, куда мы переходили? Ага. Ну, на том светофоре, где он последний раз кричал. Да, вот тут сейчас прозвучала информация о том, что, возможно, Филиппа Шаврова задержали. Я не могу ее ни подтвердить, ни опровергнуть, но сейчас вот такое слышу. Вот. Хотя до этого я спрашивал у Белсата, они говорили, вроде как задержаний не было. Вот здесь целая толпа народа нас ждет. Видите, боковозка такая. Як забрался. Толпа тихорей. Вот, видите, один сверху даже сидит. Дрона мало, надо еще, чтобы человек был наверху. Ну, заняться людям нечем. Да. Он платит за это. Я тебе говорю, когда они имеют право это делать. Сейчас они вообще не должны так работать. Это только в особых случаях. Когда, например, содержание банды какой-нибудь, да, они должны быть без формы. Ну, типа, имеют право быть. А так все время они должны быть в форме. Живее! Тут их еще не меньше. Тут их еще не меньше. Все заполнено. Вот смотрите, видите, там за деревьями стоит один человек. Здесь ходят. Вот там. Там, везде. Наверху, внизу, со всех сторон.
сами. Под каждым деревом практически вон есть там кто-то. Ну что, ну так само За крыжами. Да, я так понимаю, кто-то уже ждал здесь, возле Куропат, чтобы не идти длинный путь, потому что это очень долго. 3 часа мы шли. Это очень тяжело для здоровья, не все могут вынести. Многие люди как бы, ну, старые, у кого-то там проблемы какие-то. Так что здесь значительно больше, чем было шествие. И все еще выходит и выходит из пешеходного перехода.
Колонна все еще не заканчивается. Люди еще выходят, продолжают выходить из пешеходного перехода. Кто-то подходит, возлагает цветы. 1000 человек будет? Да, я думаю, будет. Ну, наверное, там уже все. Последние отстающие там вышли. Поэтому мы сейчас поднимемся вместе с основной колонной наверх. Вот что у нас наверху. Десятки сотрудников в штатском. Также еще летает, снимает дрон. Вот стоят, ведут видеонаблюдение. Группа из 2 тихарей. Приветствуем вас, Краснодарский край, всех. Приветствуем. Вот мы пришли на конечную точку шествия. Сейчас начнется митинг. Послушаем, что будут говорить. Конечно. Конечно. Что это, табличка? Удалось установить еще имя одного человека или как? Так. Это Василь Коваль, белорусский письменник, який был забиты у Куропатах у 37-м году. И это, до речі, коли вы бачите по дате 29 кастрычніка 37-го года, это как раз та самая ночь расстрелянных поэтов. И он был письменник. 30 кастрычніка ему поставили помник у городскім районе, сельсовет поставил. И как раз зараз мы поспробуем эту шильду умацевать. Так, а тем временем вот что начинается что-то здесь. Вот несут колонку, поставили здесь на стойку. Тиши над землей, в эфире ночным, голос чистый птицы, такая херли.
где-то далеко, в лесной стороне. Вітаю, дорогі люди. Щиро дякую за ваш учинок. Ви пройшли великий шлях, нелегкий шлях, как прийти сюди на Куропатскую Голгофу. Мое имя Юрий Беленький. Я являюсь наместником старшины консервативно-христианской партии БНФ. Я являюсь отказным за это мероприемство. И на правах отказного я попрошу вести митинг, який зараз почнеться, отказному секретарю консервативно-християнської партії БНФ, громадському директору Народного меморіалу Куропати Олесю Шахольському. Прошу. Шановні сябри, дякую вам за ваш нелегкий, так сказать, поход этой. Здається, тут люди, значит, уже и сталого взроста, и молодые люди. А что это все говорит? О чем это все говорит? Есть переемность. Мы живем. Беларусь жила, живе и будет жить. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Я зараз зачитаю до нас з вами зворот старшини консервативно-християнської партії БНФ, відкривальника Куропата, чоловіка, який вельми шмат зробив зі своїми поплечниками, депутатами опозиції в Верховному Совєті 12-го скликання. Гэта яны здобыли незалежнасць для нашей краіны. Гэта яны зрабілі так, што наши зараз сыны не гинуть у шматлікіх войнах Российской империи. Гэта Зенон Станиславович Поздняк, и он давать звертаецца. Зады 2019. Дорогие земляки, уважаемые белорусы, сегодня изноў адбываюцца дзяды. Наше містычнае і сакральнае свята продкаў. Яно ў цяперашнім часе набыло ў нас асаблівае значэнне, бо звязана з народным мемарыялам Куропаты. З'яўляецца яго часткай і ягонай сутнасцю.
Народний меморіал Куропати створений народом у традиціях нашої меморіальної культури. Начавши он 29 костричника 1989 года, коли люди, ідучи шестям, принесли сюди на руках великий 7-метровий криж покути і поставили його тут, от гуки реквиема і казані молитви. З 2000 года кожен раз на дяди сюди приходили 1000 людей, які несли на плечах крижі і встановлювали їх тут, на могилах розстріляних предків. Так створявся вічний меморіал пам'яті про геноцид. Кожен год на дяди сюди приходять люди, несуть і встановлюють крижі, помники вічності. Ось чому цей меморіал з'являється вічним, бо кожен год, кожне покоління білорусів приносить сюди і ставить тут свої ознаки пам'яті. Це процес неспинний, такий живе народ. Він стався ритуалом святої часткої пам'яті про трагічний для людей і для історії час. Но тут усі є удільники, ушанувальники і стваральники народного меморіалу. Ніхто, ніяка темра, чортовська сила не знищить Куропати, поки ми живемо. Нехай темра беситься собі до пори, нехай робить своє крижалом. Врешті цей крижалом і поховає їх усіх, з усою їхньою сипатою, ненавистю і ядовитою слиною. Шануємо наших дідів, шануємо розстрільні могили предків, поважаємо нашу історію, наших попутників і наших героїв. І це вельми важливо тепер для білоруської нації. Щоб витримати навалу, перемогти ворогів чоловічства і відбудувати нашу світлу, вільну Білорусь. Слава Отчине! Наступні дяди у вольной Беларуси. 3 листопада 2019 года. Звоним поздно. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Дякую, сябри! Шановні сябри, даю слово зараз Юрію Беленькому, наміснику старшини консервативно-християнської партії БНР. Господа. Дорогие люди, мы стоим у Куропатской Голгофе, вокруг нас могилы. И я каждый раз про это кажу, как мы не забывали, что это не просто вот пришли мы на некое сакральное место, але это сакральное место вокруг якого люди, парижских людей, невинно забитых, у яких засталися семьи. Многие выросли, не бачили своих батьков, маті, только тому, что тут, у Куропатах, не только тут, у гэтых, а вот обліку, вот як тут написано, хайси Витебских Куропатов, в хайсах, в социальных сетках. И там молодой человек задает питание: а что за зло такое вот проросло тут, на нашей белорусской земле, как такое отбывалось? И, ну, я заочно, может быть, хочу заперечить этому молодому человеку. Зло не тут проросло. И оно пришло. І воно прийшло з іншої держави, з іншого народу, з іншої ментальності, з іншої політичної культури сюди, до нас. І воно прийшло тоді, коли відбулася повна інтеграція Білорусі, Усходньої Білорусі у Російську Совєтську Федеративну Соціалістичну Республіку. Я вживаю це сучасне слово, бо це, ну, перекладається як об'єднання, можете це перекласти як поглинання. Гвалтовна інтеграція, коли з Усходу прийшли війська, захопили нашу Білорусь, а на Парижській домові, 21 года мирної Ризької домові, Заходня Білорусь дійшла до Польщі, а тут
усходние интеграторы распочали реализацию своей вот этой интеграционной политики. Я не дарма это кажу. И не раз это уже казал тут на Куропатах. Не шукайте причины внутри Беларуси тут, что отбывалось. Смерть это зло пришло оттуль. И это вельми актуально про эту интеграцию казать. Коли сёння зноў гучыць про поглыбленную интеграцию в новой союзной державе. Вот вынік, это полный эпогей, вершине интеграции с Российской Федеративной Социалистической Республикой. Я нагадываю, менавіта тады так называлась эта держава. Только в 22-м году она створила уже такие прихорошенный Советский Союз. Интегровала нас Российская Федерация. Интегровала, забивала. Я сам тут колись на Куропатах задал такое, риторичное, может быть, питание, может быть, и сам отказал на это питание, что чему так здарилося, что в той державе выросла такая политика, такое зло, якое учинило такие тут беды. В российской историографии, в российской публицистике можно знайти. Лепшие люди России про это давно написали. Россия стала спадкоемицей татаро-монгольского деспотизма. Не будем спрощаться на контртермина, там, монгольского, якого. Но то, что Россия не вышла с этого деспотизма, что этот деспотизм есть сутность этой державы, мы сегодня назираем, что робится там у России. Коли людей садят на реальные термины турму только за репост в интернете, коли садят на реальные термины только за то, что он на митингу вышел и не так глянул там на работника полиции, это проява деспотизма. Проява деспотизма — это хлустня, подман, коли они захопливали Украину, коли они робили вот эту информационную войну, применяли информационную зброю, так званую гибридную и горячую войну. И с этими людьми мы... Вот подумайте, люди, вот тут на Куропатской вот этой вот земли, про какую интеграцию можно оказать. Что я хочу сказать, друзья? Союзная домова — это антиконституционная абсолютно речь. Для нас тут перечить Конституцию. Те люди, которые подписали ее, повинны были сесть у турму. Бо это есть вельми серьезное криминальное злочинство. Те люди, которые сегодня заявляют, что они денежуют в рамках союзной державы, говорят про то, что они мяркуют зрабіць вельми тяжкое злочинство, здраду родины. Бо в Конституции вельми докладно написано. Простая речь, скажем, про единую грошовую систему, единую валюту. Эмісії грошей на території Республіки Білорусь виключне право має Національний банк Республіки Білорусь. Інше заборонено. Дорогі люди, може бути, я, думаєте, дарма, зараз скажу про політику, економіку навіть, тут на цьому місці. Ні, не дарма. Захоп економічний Білорусі, політичний захоп, гэта ступені от гэтай Куропатской интеграции. Тому, дорогие люди, я прошу так, закликаю вас. Вы прошли этот шлях, вы пришли поклониться этим могилам. Это значит, что мы живем нация белорусская. Живут люди, которые у сердца мають боль до той трагедии, которые выказывают пошану до попередних поколений и заявляют про то, что мы есть белорусы, и мы есть незалежная нация, мы есть незалежная держава, и мы это будем боронить. Я прошу, каб вот эта теза обороны нашей незалежности стала сегодня головной. Бо коли головная погроза идет нашей незалежности, а значит, махчимости новых Куропатов, мы все должны сделать, чтобы этого не допустить. И змагання идет не только на фронтах Украины, у Донецкой и Луганской области, бо там так само идет змагання в гарячій войне за нашу незалежность. Змагання идет информационной пресс, найперш информационной пресс. Я неодноразово тут казал, ну, здається, может быть,
з 11-го года ці раней пра выкарыстанне інфармацыйнай зброі супраць нас. Тады гэта для многіх здавалася абстракцыяй. Ну навошта тут вот на курапатах казаць пра нейкую інфармацыйную зброю, но яна ж не забівае. Забівае яна. Забівае. І мы это бачым, калі людзі, атручаныя гэтай зброей ва ўкраіне, бралі аўтаматы і ішлі забіваць сваіх братоў. Гэта найперш вынік выкарыстання інфармацыйнай зброі. Таму што можна зрабіць у этой сітуацыі? Тут много журналістаў. Шановныя журналісты, калісьці адна ваша калега дала мне матэрыял па распрацоўкі расійскіх спецслужбаў, як нас знішчаць. Я этой спадарыні да гэтай пары ўдзячна, тады я вывучыў добра эти матэрыялы. Я назіраю то, што адбываецца. Там ёсць адзін самы галоўны пункт у дачыненні. Зрабіць так, каб пазбавіць нацыю павагі да нацыянальна-культурнай спадчыны. Вот тады і волі да супраціў. Вот тады можна голымі рукамі браць. І вот зараз у прэсе мы чытаем зняважлівыя нейкія філіпікі, я бы так сказаў, дачыненні да нашых славутых землякоў, да нашай гісторыі. І думаеш, ну адкуль гэта раптам прарасло? Ведаеце, гэты год можна назваць годам Каліноўскага. Гэта малады чалавек, пайшоўшы жыцця, змагаючыся за нашу незалежнасць сённяшнюю. Я не аговарыўся. Бо не было змагання Каліноўскага, не было б змагання слуцкіх змагароў, не было б БНР, не было б, прынамсі, Верховного Совета 12 склікання, і там Зянона Пазняка, яго паплечнік, не было б, напэўна, незалежнай Беларусі. І Олесь Чахольскі правильно сказаў, колькі жыцця ўжо загінула б на расійскіх войнах, толькі за гэтыя 25 гадоў. Нават ва ўмовах гэтай дыктатуры то, што было зроблена тады патрыётамі Беларусі, выратавала столькі жыццяў. Вы разумееце, вот каб захаваць гэтае жыццё, захаваць перспектыву, трэба абараніць Беларусь. Тады не будзе, дасць Бог, новых курапатаў, не будзе гэтай бяды, але самае галоўнае напрыканцы, яшчэ раз падкрэслю, не тут вырасла гэтае зло, про якое казалі маладыя людзі і шукалі. Зло прыйшло адтуль, з усходу, з гэтай імперыі зла. Вельмі дакладнае вызначэнне калісьці даў прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі у дачыненні да Савецкага Саюза яшчэ тады. Імперыя зла. Скукожылася гэтая імперыя, але сутнасць яе зло засталося. Так давайте же зноў все зробім, каб не пусціць яе зноў на нашу зямлю, каб жыла наша Беларусь. Жыве Беларусь! Дякую. Зараз слово надається сябру сьомої консервативної християнської партії БНФ Ігорю Щемнєву. Будь ласка. Вітаю, шановне господарство. Кажуть, історія не має умовного ладу. Але давайте разом з вами зараз паспрабуем уявіць, што было б, калі б у 1918 годзе нашему народу удалося спраўдзіць незалежную Беларускую Народную Рэспубліку. Калі б мы нейкім гістарычным цудам тады змаглі пабараніць сваю дзяржаву, мелі сваё ўласнае войска, мелі бы абароненыя межы, і калі б Расія знаходзілася недзе там, за мяжой. Вось зараз давайте паспрабуем адказаць на пытанне, ці быў бы у нас тады бальшавізм, сталінізм? Няўжо гэта беларусы прыдумалі гэтыя антычалавечыя ідэалогіі? Не, гэта ўсё прыйшло да нас раз з Расіяй. Няўжо у нас бы тут праводзілася тады палітыка русіфікацыі, калектывізацыі? Няўжо гэта беларусы прыдумалі гэта ўсё? Не, гэта ўсё нам прынеслі таксама, прыдумалі расейцы і прынеслі сюды расейцы. Няўжо мы бы самі зносілі бы сваю гістарычную спадчыну архітэктурную, узрывалі касцёлы, храмы? Няўжо мы гэта самі для сябе ўсё прыдумалі? Не, гэта ўсё распрацоўвалася, мы ведаем цудоўна, у Расіі, у Маскве, і здзяйснялася расейцамі. Няўжо на нашай тэрыторыі бы дзейнічалі ГПУ,
НКВД, МГБ, КГБ. Няўжо гэта ўсё беларусы прыдумалі? Не, гэтыя антычалавечыя злачынныя арганізацыі былі ўтвораныя ў Расіі, у Маскве і прыйшлі сюды разам з акупацыяй. Нічога гэтага бы ў нас не было, калі б мы мелі незалежную дзяржаву. І калі казаць сучаснымі тэрмінамі, то тут, у Курапатах, ляжаць ахвяры інтэграцыі з Расіяй, на жаль. Тут лежыць колер нашай нацыі, наша нацыянальная эліта. Цяжка ўявіць, колькі тут лежыць нобелеўскіх прэмій нашых, геніяльных твораў, мастацтва сусветнага ўзроўню. Усё гэта было закапана ў курапацкіх ямах расійскімі акупантамі. Сёння шмат хто задаецца пытанням, а што ж яны там падпісваюць у Маскве, якія ў іх там планы на інтэграцыю, што гэта інтэграцыя прынясе нам? Адказ вельмі просты, дастаткова азірнуцца і ўбачыць сотні расстрэльных ям праз кожны метр. Усяго іх тут 510. І такіх месцаў па нашай краіне 1000. Вось што прынясе нам гэтая інтэграцыя. Таму сёння мы знаходзімся, як і 100 год таму, на ростанях. Перад намі ляжыць выбар: змаганне за незалежнасць альбо патрапіць ізноў пад расійскую акупацыю. Толькі у нас сёння нашмат мацнейшыя умовы, нашмат лепшыя умовы, бо мы маем сваю уласную незалежную дзяржаву, прызнаную усім светам. І маем канстытуцыю гэтай незалежнай дзяржавы, дзе прапісана, што абарона незалежнасці – гэта не проста наша права, а гэта абавязак кожнага грамадзяніна Беларусі. Таму мы маем права бараніць сваю незалежнасць любымі дасяжнымі сродкамі і метадамі. Мы павінны зрабіць усё, каб ніколі зноў не панавала тут Расія са сваімі хворымі антычалавечымі ідэалогіямі кшталту бальшавізму і сталінізму. Каб ніколі зноў тут не дзейнічала расійская НКВД, зараз ужо ФСБ і іншыя антычалавечыя структуры і арганізацыі. Таму зробім жа ўсё дзеля абароны сваёй радзімы. Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Шановні сябры, ну і колькі слоў я скажу. Я разумею, што вы стаміліся, все ж таки шлях прайшлі. Ще раз вам дякую, што вы тут. Я вот, ведаеце, бачу, вельмі шмат людзей прыехала з іншых мясцінаў. Тут вот у нас і прыехалі своршы людзі з Капылякаў. Вот у нас урочышча Каліта, слуцкія курапаты. Хайсы, віцебскія курапаты. Ліда прыехала. Былі людзі тут з Гомелі і гэтак далей, гэтак далей. Сотні месцаў расстрэльных по Беларусі. Кругом забивали. Литерально несколько дней назад, 30 можно будет увидеть. Канал «Серый кот» на YouTube. Васильевичевские куропаты у Витебска. Ведаете, заўсёды я кажу про то, что кругом есть люди. Люди, которые берут на себя отказность. Это особо. И хочется им подяковать, потому что это вельми тяжкий, складанный час. Яны шукаюць і сродкі, і, скажем, ахвяруюць сваім здароўем, ахвяруюць сваім часам. І ім трэба сказаць вялікі дзякуй, што яны робяць у сваіх месцах. І ў гомельскіх курапатах, і ў магілёўскіх курапатах, і ў аршанскіх курапатах, і віленскіх курапатах, баранаўскіх курапатах. Ведаеце, яны робяць вельмі важную справу. Ушановуюць памяць, збіраюць інфармацыю. Інфармацыя, вельмі важна, а доходзяць сведкі тых страшных злачынстваў. Яшчэ пакуль не было Нюрнберга 2. Суд над нямецкім фашызмом адбыўся, а над расійскім камунафашызмом яшчэ наперадзе. Таму вот гэтыя ўсе сведчанні, якія збіраюць вот гэтыя людзі, дакументуюць, яны будуць
на гэтым Нюрнберге 2. І будзе асуджана, і будзе дадзена ацэнка этой страшнай з'яве расійскі камунафашызм. Ён зараз таксама падымае галаву. Яны ж што недавно сказали, вот все вы ведаеце гэта? Что сказали расейцы? Мы можем повторить. Уявляете себе? Вот это, тое, что ляжыць. Наша колер, як сказал Игорь Шемелев, цвет нашей нации. Простые люди, селяне, рабочие, интеллигенция лежат в этих расстрельных ямах. И они хотят это повторить. Коли кажут, что в открытую, что хочет повторить, то мы с вами повинны так само до этого вельми серьезно поставиться. Недавно у меня была размова с одним бизнесменом, скажем так, довольно не бедным. И этому человеку, ведаете, мне пришлось рассказать элементарные речи, потому что он себе не мог это утягивать. Я ему просто сказал, коли придет эта российская банда сюда, то у тебя не будет бизнеса. Ты будешь вот ехать на машине, подойди автоматчик, как на Луганщике и Донецке, открой двери и скажи, выходи. Дякуй Богу, если ты застанешься живым. А твоя машина будет реквизирована. А ты у этой банды, коли застанешься живым, то будешь наемных працовниках. Для його було, напевно, це відкриттям. До этого часу не розуміють, що своя держава, своя білоруська влада, не эта оккупаційна, яка зараз, а своя земля, своя мова і культура, своя майомість. Вот что важно. І за це треба змагатися. Не за абстракцію ми змагаємося, за своє. Гэты кавалак землі дадзены Богом, нам, беларусам. У нас есть своя держава. У іншых таксама, украинцев, поляков, немцев, есть свои державы. Мне кажут, ну так можно съехать же кудысь. Усюль мы будем иммигрантами. Это не наше. Так давайте, люди дорогие, все ж таки змагаться за свое. Наше, не за абстракцию. Еще один аспект я хотел закоренуть. Завсёды я подвожу вынікі года на дзядах. Значит, после того, як у Куропаты в 2018 году был запущенный вирус. Вот стоит вирус, бачите, да? Это называется державный помник. Это вирус. Яго сюда, тому чтобы Куропаты зробив белорусский народ. Куропаты наш народный мемориал. Тому что все зроблено белорусским народом на его ахвяраванні и с его уделом. И талоки, и крыжи, все. И коли эта влада оккупаційна убачила, что это все развивается, и они вырашили, як же взять все это под контроль, чтобы не можно было больше крыжов ставить и так далее. Это их была задача. И вот они запустили вирус. Поставили вот это. То, что тут стоит. Как вы бачите, композиційно Голгофа давно уже оформлена. Тут не повинно было бы быть этого. Вся остальная мемориализация повинна отбываться на поле. Непосредственно на території помника 3 складника основные, які ствараюць гэты меморіал. Першае – это ямінні могилы. Чтобы было чисто, прибрано. Вы бачите, на протягу 20 больше годов мы это зробили с вами. Стояли крыжи, ушановывали память. Іншие памятные знаки. Есть. И лес. Потому что лес так само складник мемориала. Больше ничего не повинно тут было бы быть. Але вирус з'явился. И с этого момента на Куропаты пошел ошалелый наступ. У гэтым годзе, вы ведаеце, адбыўся крыжалом. Знішчылі больш за 100 крыжоў.
Дьявол заўсёды боится крыжа. И той дьявол, который ездит по этой дороге, его аж трясло от этих крыжов, колотило. И вот этот дьявол загадал гэтыя крыжные смелости. Зрабілі гэта злачынства. Але я нагадаю вот свого Зелена Станиславовича Позняка. Гэты крыжалом іх і пахавае. Заканчивается іхняя эпоха. Яны гэтага яшчэ, можа, не разумеюць. Але і ў Расіі, і тут, на Беларусі, гэтыя рэжымы паступова отойдут. Мы не ведаем, як хутка. Можа завтра, можа праз год. Але динамика и тенденции во всем свете показывают, не будет никаких империй. У них литерально праз несколько год до Урала, в России я маю на увазе, все отцапает Китай. Больше за 5 миллионов уже китайцев там в Забайкалье. И знакомые передают оттуда, что те вот такие российцы, называют себя российцами, давно уже працуют у китайцев. Китайцы там керуют. И они збираются там свои будовать города и так далее. И они спокойно робят китайцы свою справу. Крок за кроком, им и войны не треба. И видите, вельми небезпечная и тут отбывается ситуация. Потому что, ну, нельзя вирусы запускать. Бо вирус, зачепившийся за здоровую клетку, начинает ее пожирать и помножаться. Так вот, эти вирусы все треба спринять одразу, ликвидовать. Тогда будет здоровый организм. Вельми такая ситуация, вот уже мои попередние коллеги сказали про интеграцию. Так вот, интеграция. Я приведу экономичный один приклад интеграции. Одной белорусской фирме треба было купить на Беларуси сухое молоко и поставить заказчику, который бы вот по бизнесу, да? И которому треба было вот сухое молоко. Как вы думаете, белорусская фирма может купить у белорусского вытворца белорусское молоко сухое? Нет. Только праз расейцев. Коли ласка, сколько хочешь. Але праз российскую фирму. Понимаете себе? Вот вам экономика. Вот вам один из аспектов этой оккупации. Мовной, экономичной и так далее. Вот что они робят крок за кроком. А ихние тут халуи хавают. Что ж они за что продают Беларусь? Так вот, хочется сказать халуям. Так само мои попередние коллеги сказали, что это криминальное злочинство. Але это не только здрада, это люди, які здрадили. Это криминальный кодекс. Але подчас войны, а на войне, как на войне, это люди поза законом. Я думаю, что все разумеют, что это значит. Тому мы хотим попередить. Глядите, каб потом не было никаких пытаний. Мы, белорусы, будем боронить свое. И это наше конституционное право. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Дорогие люди, мы подали заявку на Лошицу в наступную недельку. Традиционное мероприятие мы ладим. Это короткая демонстрация от Дома культуры Комвольного комбината, кто ведает, так и до крыжа Пакутов там у Лошадским Яры. На жаль, пакуль что отказа мы не отрымали от гарвыканкама. Ну, литерально, я так думаю, может завтра, послезавтра это отказ будет. То сочтите тады за сродками массовой информации. Ну, я маю на увазе социальные сетки найперш. Хотя, может быть, и попросим и сродки массовой информации, которые тут присутствуют,
далі інформацію, коли буде дозвол. Ну а тепер, дорогі люди, ми вже підійшли до того, як завершити наш короткий мітинг. Після такого шествия ми довго, по просьбі, звичайно, не затягуємо, але кладіться квітки для крижов, кладіться, ставте знижки, моліться, узгадуйте, а наприкінці мітингу ми завжди виконуємо наш гімн духовний, могутний, Божий. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Дякую, дорогі люди. Добра, щастя вам, вашим сім'ям і нашій Білорусі. І мітинг наш закончений. Просят, коли будете ставить знижки, ставить просто под крыжи. Не на крыжи, это, ну, вот пошла такая заведенка прошлым часом, а под крыжи, разумело. Наші традиції. Дякую. Ще раз з Богом. Всього доброго. Живе Білорусь! Живе! Итак, что ж, митинг наш заканчивается. Стрим получился очень большой. Ну, всем спасибо за внимание, всем, кто посмотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте посещать мероприятия вживую. Это гораздо лучше, чем смотреть стримы. Очень интересные атмосферные мероприятия, шествия. Живе Беларусь!